Как-то раз на канале мы с вами смотрели на Zoom L8. Это микшерный пульт, звуковая карта, протостудия, рекордер и контроллер с пэдами. Все это в одном корпусе. Одним из ключевых назначений этой железки была помощь в работе с подкастами, запись или онлайн-трансляция подкастов. Согласитесь, что такое количество каналов по входу нужно далеко не всем, поэтому сегодня я представляю вам Zoom P4. Это миниатюрный рекордер на 4 канала, созданный для работы с подкастами. Сегодня будет куча интересных фишек, так что не переключайтесь, друзья. Я приветствую вас на канале «Давай запишем», где мы с вами говорим про аудио. Поехали! Итак, в нашем с вами распоряжении оказывается 4 канала по входу. Каждый из каналов можно использовать фантомным питанием. Третий канал факультативным, может работать как с микрофоном, так и с телефоном, который мы подключим в 4-контактный разъем, который мы найдем, соответственно, на корпусе. Четвертый канал, сюда мы можем заводить различные звуки по USB. Например, компьютер, который использует эту штуку как звуковую карту, или какое-то мобильное устройство. И четвертый и третий канал, снова скажу, можно использовать с микрофонами, можно использовать по их, не совсем стандартному назначению. Для этого нужно выбрать ручкой режим, который вы хотите использовать. То есть вы прекрасно понимаете, что вариантов работы вот с этой малышкой, их просто куча, их море. Например, можно поступить наиболее консервативно, пригласить в студию 4 человека, рассадить, дать каждому по микрофону, подключить их все сюда и, собственно, записывать. Причем, я повторюсь, поскольку здесь можно подавать фантомку отдельно на каждый из каналов, вы можете работать как с динамическими, так и с конденсаторными микрофонами одновременно. То есть, допустим, 2 динамических, 2 конденсаторных микрофона. Это все здесь реализуется, и это просто отлично. Давайте какой-нибудь еще пример. К примеру, у нас какой-то человек на удаленке. Мы хотим вывести его в эфир или пригласить как гостя в подкаст, или, допустим, это звонки от наших слушателей, которые мы слушаем, общаемся с ними, отвечаем на вопросы и так далее. К примеру, у нас 3 ведущих, мы их подключаем 1, 2, 3 канал. И звонки мы принимаем по скайпу или по дискорду через компьютер, который подключен у нас по USB-проводу. Пожалуйста. Немножечко другой вариант. У нас также 3 ведущих, 1, 2 и 4 канал. Но звонки у нас приходят на 3 канал, потому что это звонки, которые приходят именно по телефону. Skype, Discord или обычные звонки по телефону через 4-штырьковый провод. Опять же, это можно делать, и это очень и очень просто. И давайте что-то такое злободневненькое, да, друзья? Допустим, мы изолируемся, дистанцируемся и находимся один наедине с самим собой. У нас есть 2 соведущих. Первый соведущий нам звонит по телефону, второй соведущий с нами сидит в скайпе или в дискорде на 3-м, на 4-м канале. Второй канал нам не нужен, поэтому мьютим его и, собственно, можно делать шоу, даже нужно делать шоу, поскольку все возможности у нас для этого имеются. Если обратить свое внимание на корпус, то мы увидим, что у нас идут стандартные XLR-разъемы. Это не линейные и не инструментальные, это именно что стандартные микрофонные каналы с микрофонными предусилителями. Будьте очень внимательны, и если вы, допустим, захотите подключить сюда напрямую в линию, акустическую гитару, то обязательно пользуйтесь DirectBox. К слову об усилении. Сейчас мы используем петличку. Здесь усиление выставлено на 4, максимум 10. И в максимальном положении, сейчас, внимание, раскиньте ушки, эта штука на каждый микрофонный канал дает до 70 дБ. До 70 дБ. Это действительно большая цифра, я заверяю, со всем своим профессионализмом, и 70 дБ — это то усиление, которое уж точно раскачает любой микрофон, даже если это какой-то динамический, убер-прожорливый микрофон, который вы могли видеть на радио или, скажем, у вашего любимого стримера, блогера. Даже с таким микрофоном эта вещь зайдет на ура. Если до этого момента у нас звучала лишь петличка, то сейчас давайте попробуем провести небольшой тест с динамическим микрофоном. Будем разгонять усиление и устроим небольшой
ASMR. Сейчас усиление на 6. Если я начну добавлять громкость, начинаю немножко подгружать, поэтому я немного утихну, а возможно даже чуть-чуть отдалюсь от микрофона. Вы слышите, кстати, сейчас не только перегрузки небольшие от моего голоса, поэтому я отдалюсь еще немножко, но и звуки наших осветительных приборов, потому что они начинают выбираться на передний план. Мне кажется, я все равно подгружаю микрофон, потому что усиление 8, 9. Максимальное положение усиления. Вы слышите все. Вы слышите все. Вы слышите абсолютно все, что происходит у нас на студии. И если я... Да, вот сейчас... Вот, все, да. Сейчас вроде без перегрузок. Вы могли убедиться своими ушами, что 70 дБ — это не шутки, и с ними нужно работать очень и очень осторожно, чтобы случайно не перегрузить ваш микрофон. Для 70 дБ на 4 каналах нам, ясное дело, понадобится какое-то питание. И здесь мы имеем сразу 3 различные возможности. Во-первых, вполне стандартное решение. У нас есть отсек под 2 пальчиковые батареечки, ставим их туда, закрываем, и все это дело у нас автономно работает около 4 часов. Почему бы и да. Способ номер 2. На корпусе у нас есть разъемчик типа C для подключения, либо к пауэрбанку, либо к внешнему блоку питания. Казалось бы, тоже вполне стандартно, но штатно, я напомню, до этого чаще всего использовался micro-USB. Видите здесь Type-C разъем. Это очень круто, это очень классно. Вы знаете, что я просто обожаю эти разъемы, и мне нравится, что все приходит к такому единому знаменателю. Нам не нужен килограмм проводов. Обычный Type-C в целом скоро этого будет достаточно, и это просто замечательно. И третий способ, друзья, при котором не нужно внешнее питание, все это дело спокойно питается по USB-шине через компьютер. И это очень круто, и, казалось бы, это стандартно, да, тоже, так много где бывает. Но я лично был очень удивлен, узнав, что вот эта вот схема, она работает, и она действительно приносит вот сюда вот все это усиление без какого-либо дополнительного питания. Это отлично, это супер, это еще 1 балл в корзину вот этой железки. Она делает Zoom P4 более мобильный. То есть нам не нужен доступ к розетке, нам достаточно иметь ноутбук, иметь эту штуку, мы можем ехать куда угодно, подключаться и записывать. Что еще заслуживает нашего внимания? Конечно же, те фишки, которые делают это самое устройство не просто устройством, а устройством для работы именно что с подкастами. Программируемые кнопки, или в народе пэды. Давайте углубимся в это дело чуть сильнее. Так, нужно подключить сразу наушники. Если мы опустимся вниз, вот к этому блоку, мы увидим, во-первых, экран, на который выводится вся необходимая информация, те же самые настройки, к примеру. Здесь же есть транспортная панель, с помощью которой мы можем начинать запись, останавливать, воспроизводить что-то, перематывать и, опять же, ориентироваться в менюшках. И вот такой блок с кнопочками, которые можно программировать. Штатно у нас есть какой-то набор звуков свой фирменный. Фирменные сэмплы от Zoom. Но помимо этого сюда через SD-карточку мы можем запихнуть что-нибудь свое. Как видите, вариантов масса. И что очень интересно, стоит поговорить немножко о кастомизации, о перелопачивании вот этой штуки именно под себя любимого, под себя родимого. Здесь есть несколько вариантов воспроизведения. Например, есть вариант, когда мы просто нажимаем, и штука играет с самого начала и до конца. Если ее, конечно, не приглушить с помощью вот этой ручки усиления, о которой чуточку попозже. Есть луп. Мы нажимаем на кнопку, и сэмпл будет играть от и до, не переставая, пока мы снова не нажмем на кнопку. Есть функция, с помощью которой мы слышим звук только то время, пока мы держим наш палец на кнопке. Например, можно делать так.
как один из вариантов. Плюс это отличная возможность запикивать неугодных вам людей в эфире, поэтому пользуйтесь. Штука очень интересная, у нее есть своя крутилка усиления, как я уже сказал. С помощью нее мы можем подстраивать громкость этих сэмплов, и отдельно каждый сэмпл в настройках мы сможем подгонять по громкости. Ну, например, чтобы они, если мы их брали из разных источников, чтобы они по громкости плюс-минус были равны друг другу. Работа вот с этой самой ручкой достаточно важная, потому что с помощью нее вы будете задавать соотношение вашего голоса к джинглам, к вот этим мелодиям, которые здесь будут играться. К слову, сюда, я думаю, можно даже подставить какую-то фоновую музыку. Мне кажется, это имеет место быть. Но в целом это, конечно, нужно, да, если не одно «но». Весь звук со всех каналов, когда мы все пишем на SD-карточку, он у нас будет записываться отдельно, параллельно. Все 4 канала по входу у нас пишутся в своей дорожке. Отдельная дорожка у нас есть для джинглов, отдельная дорожка мастера. Что это нам дает? Это нам дает возможность взять вот эту карточку после записи, воткнуть ее в компьютер, закинуть все в рабочую станцию и уже после этого, спокойно попивая чай, не в попыхах, не где-то во время эфира, подсвести все это дело, чтобы музыка была там, где ей нужно быть, на заднем плане, а ваш голос находился там, где ему положено, в центре, в фокусе внимания. Все должны себя слышать, и это факт. В сегодняшнем устройстве хоть и присутствует один стереовыход, но он был дублирован на 4 независимые по своему усилению канала на выход. TRS-разъемы для подключения наушников. У каждого выхода есть своя крутилочка громкости, так что каждый ведущий и каждый гость, который будет присутствовать на эфире, сможет настроить громкость по своему вкусу, по своим ушам, независимо от других гостей и ведущих. Это просто замечательно. Давайте ненадолго вернемся к устройствам, которые вы подключаете по USB к P4. Ну, например, компьютер. Ну, он у меня стоит. Если вы занимались выведением звонков в эфир, то вы, должно быть, часто сталкивались с этим, ну, знаете, вот это вот стандартное: «Ой, сделайте приемчик потише, чтобы вас было слышно лучше». Или «Уйдите от вашего приемника в другую комнату, чтобы не было вот этого гула». Все очень просто. Вы прекрасно это знаете, вы прекрасно понимаете, о чем я. Это обратные связи. Это заводки, которые образуются во время вот таких звонков. И я действительно удивлен, что раньше до этого такого не было. Здесь в Zoom P4 мы можем найти специальную функцию Mix-минус, она называется. Она позволит нам, ну, по сути, это такой подавитель обратной связи, который создан именно для этих самых колец, которые образуются во время звонков в прямой эфир. Так что этой штукой можно пользоваться, она действительно работает, и это здорово, что она тут присутствует. От компьютера к телефону в самом начале я упомянул лишь возможность работы по проводу, но можно докупить специальный Bluetooth адаптер для Zoom P4 и работать без каких-либо проводов. Да, это здорово, но, опять же, это нужно не всем, и плюс такое богатство докупается отдельно, так что учтите. Сегодняшнее устройство мы можем использовать с вами, во-первых, в качестве рекордера с карточками SD, SD-HC, а также SD-XC объемом до 512 гигабайт. Ну и, во-вторых, конечно же, в качестве внешней звуковой карты формата 2 на 2, то есть 2 входа независимо мы можем писать одновременно, и 2 выхода мы можем воспроизводить. Кстати, мы с вами все о записи, да, о записи говорим, а о преобразователях ни слова, очень и очень зря. Здесь стоят конвертеры, которые выдают нам на запись 16 бит на 44,1 кГц. Да, этими цифрами сейчас никого не удивишь, и на самом деле это единственный минус Zoom P4, который я смог вынести для себя, к которому я могу, хоть как-то придраться, это преобразователи. Все же приятнее было бы здесь найти 24 бита на 48 кГц, но, друзья, имеем, что имеем. Я хочу закончить этот ролик на мажорной ноте, потому что даже несмотря на это недоразумение с преобразователями, сегодняшнее устройство мне очень понравилось. И наверняка вы уже поняли, почему. Это предусилители, это микрофонные предусилители на 70 дБ, Карл. Это просто невероятно, учитывая вот такое минималистичное питание, и я снова отмечу, что 70 дБ вам хватит для работы с большинством микрофонов, даже с какими-то особо тихими динамическими микрофонами. Вот этот зверь вытащит все.
Сегодня у нас была более стационарная история, все же мы находимся на студии, но никто не запрещает вам взять вот эту штуку, пару микрофонов, пару проводов и, конечно же, ваш мобильный телефон. С учетом, что у вас есть специальный USB-проводочек для подключения вот этой штуки именно к вашему телефону, вы сможете записывать звук на Android или на iOS-устройство. Выехать куда-нибудь на природу и записать подкаст, который в конечном итоге соберет кучу прослушиваний. Друзья, это профессиональное оружие, без преувеличения, и у вас есть все возможности. Вместе с P4 у лаборатории Zoom вышло еще одно устройство под названием Zoom P8. Это также внешний аудиорекордер для работы с подкастами, но с более навороченным арсеналом. Я уже знаю, я прекрасно знаю, что вот P8 — это очень интересная штука, и обзор на нее будет крайне информативным и крайне интересным. Осталось лишь понять, а хотите ли вы увидеть этот обзор? Давайте проведем небольшой интерактив, небольшое взаимодействие между мной и вами. Если вы хотите поскорее увидеть этот обзор, то наберем под этим роликом 1000 лайков под роликом на YouTube. Если хотите ролик на P8, ставьте лайк. Друзья, в любом случае, оставляйте комментарии. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу Zoom P4, по поводу функционала вот этой самой машинки. Подписывайтесь, ведь здесь очень часто выходит видео на тему про аудио. Ну и, конечно же, я лишний раз напомню, что все это время вы были на канале «Давай запишем», где мы с вами говорим на тему про аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике. Причем каждый канал можно... Черт! Буквы и цифры одновременно очень сложно. Не помещается в голове, оперативной памяти не хватает. Нет! Не нравится!